О чем она так сожалеет? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат приятный бонус. Итак, в каких энергиях вы находитесь? А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И в который раз у нас сигнификацией выпадает то, что вы человек исключительно семейный. То, что вам, многим, да, большинству не хватает вот именно семейного такого тепла. Может быть, даже проиграется, поскольку это общий расклад, у вас может быть, допустим, семья у кого-то, но вам хронически не хватает вот этих вот теплых таких моментов, теплых ощущений, той самой любви, да? Неважно, холостяк вы, в отношениях, то, что вас обделили, да, по жизни, может быть, кого-то из вас обделили той самой нежностью, заботой. Среди вас есть даже те, кто смело может сказать, что я вообще не знаю, что такое нормальная женская забота, да, я не знаю, что такое нормальная женская ласка. Напишите, ребят. Кстати, давайте сделаем как раз маленький опрос. Вы знаете вообще, на себе ощущали, что такое настоящая женская забота, нежность, ласка? Или же у вас была по жизни, хроническая нехватка? Вроде бы и была женщина, а вроде бы ее не было. Может быть, она была не очень ласковая. Вот напишите, очень интересно всегда читать. Вы человек, который очень умеет переключаться в зависимости от ситуации. Такой вот хамелеончик, да? Где-то можете, как говорится, включить блондинку, да? Упасть на мороз еще это называют. Обычно женщины включают блондинку. Здесь как раз вот уместно. То есть где-то можете отморозиться, где-то вот включить именно то, что я сказала, да? Вы можете сделать вид, что вы ничего не поняли, да, я ничего не знаю, ничего не помню, опять это в зависимости от ситуации. Но в то же время, когда того требует какое-то дело, проблема важная для вас, да, вы будете собранный, ответственный, вы будете человеком дела, человеком слова, и как-то вот даже вас немножечко побаиваются окружающие. Только самые близкие люди, они знают, какой вы настоящий. Вы особо не афишируете свое такое настоящее лицо, свой внутренний мир, да, особенно на работе вы можете быть серьезный, такой сдержанный, может быть даже строгий, но в душе вы совершенно другой. Вы озорной, вы можете поприкалываться, подурачиться, опять-таки это в узком круге будет, да. Кто-то с женщиной может подурачиться. Если сейчас есть, да, можете сейчас. Если было раньше, то раньше, возможно, дурачились. Либо с друзьями, с детьми, да. То есть вот это ваша такая серьезность, это маска. Это маска для внешнего мира, для работы, да. А почему вот вы семейный человек? Потому что вы любите в семье вот расслабляться, снимать ту самую маску и становиться самим собой. Да, вот я прихожу, допустим, это я о вас рассказываю, не о себе. Вот вы приходите, да, снимаете там обувь и все, и снимаете на полочку, ложите свою такую маску серьезности. И снова вы такой весь домашний, расслабленный. И многим из вас, еще раз повторюсь, этого не хватает. То, что вы верите в любовь и ищете любовь, не в прямом смысле слова, там где-то стоите за поворотом, эгэгэй, любовь ты где, да? Нет. Вы, конечно же, в своем окружении присматриваетесь к женщинам, вы стараетесь знакомиться по возможности. Кто-то это делает в жизни, кто-то делает в интернете. Но для вас важна именно вот внутренняя составляющая женщины. Внешность, конечно же, это тоже важно. Но я думаю, что после ваших вот передряг, которые были в вашей жизни, больше вы теперь обращаете внимание на внутренний мир женщины. И даже не на то, как она умеет варить там борщи, жарить котлеты. Нет. Насколько она добрая, насколько она верная, насколько она человечная, да? Вы в разговоре даже можете с женщинами обращать внимание
как она отзывается о других людях, да, что она говорит. Вы тоже берете это на заметочку и, ну, делаете какой-то анализ, да, так скажем. Не очень хорошо оно звучит, но, тем не менее, анализируете, что это за женщина. И так будет еще какое-то время, потому что вы обжигались. И хочется, ну, пусть хоть и в 101 раз, но выбрать все-таки хорошую и достойную, да. У кого-то из вас может проиграться, что немножко денежек стало поменьше. Это может быть связано с тем, что, ну, либо же вас уволили, да, и как бы запасы ваши уже иссякают немножко. У кого-то могли урезать зарплату, и это тоже не очень вам нравится. Так, что еще? Ну, то, что взаимность, взаимность и еще раз взаимность. Для вас важна, да, вот женщина и дети. Женщина и дети. И даже если у кого из вас нет еще детей, ну, по крайней мере, вы как минимум планируете. Кто-то даже не одного ребенка. Есть среди вас даже те, кто хотели бы стать многодетным отцом. Отзовитесь. Есть такие счастливчики, которые планируют, чтобы было много-много детей. И знаете еще, что мне показывает? Вот с одной стороны вы надеетесь, вы планируете, вы мечтаете, а с другой стороны вы побаиваетесь. Вы побаиваетесь и не очень верите, что все-таки, ну, получится найти такую женщину. Да, среди вас есть те, кто вроде бы сейчас и начинает новые отношения, но все равно есть некие опасения. Вы даже можете мне тоже написать, ребят, кто вот недавно познакомился, вы присматриваетесь, точно так вы присматриваетесь. И в этом ничего такого страшного нет. Вы человек, который абсолютно не транжирит деньги. Вы цените каждую копеечку. И это не скупердяйство. Это такое, ну, может быть, воспитание, да, кого-то с детства приучили, кто-то, может быть, тяжелым трудом, да, вот сам добивался каких-то высот, и вы знаете цену каждой копейки, поэтому вы транжирить не будете. Но это не жадность. Вы, наоборот, такой человек, ну, широкой души. Просто вот если вас даже, допустим, дети, там, может быть, внуки кого-то, вот если просят, да, вот намекают, может быть, просят, чтобы вы что-то купили, подарили, ну, вы скорее взвесите, да, вы не потому, что вы такой вот жадина-говядина, вы взвесите, стоит ли эту вещь покупать, либо же, может быть, ребенку или внуку нужно что-то другое, более важное. Вот такой, знаете, ну, структурированный подход у вас к деньгам. Вы человек очень переживательный. Порой даже, ну, чрезмерно переживаете и накручиваете себя. И были такие ситуации в вашей жизни, когда, ну, реально вообще ничего не хотелось. Не будем бередить раны, но такая ситуация была у многих. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад и о чем же она сожалеет. Это женщина, которая когда-то была вашей любовью. И неважно, это были просто отношения, либо это жена была, может быть, у кого-то. Женщина-манипуляторша. Манипуляторша, она видела, что вы ее любили, ну, как, я не знаю, как что-то такое, как самую большую драгоценность к ней относились. Поэтому она немножечко подоборзела. Она крутила, вертела вами. Она что хотела, то и делала. А вы вот в розовых очках, ну, были, может быть, даже довольно длительный период. Сейчас эта женщина оказалась в совсем другой ситуации. Сейчас у нее нет такого мужчины, который хоть немножечко был бы похож на вас. И, кстати, даже у многих может проиграться, что она сейчас вообще осталась в одиночестве. Если раньше она там, может быть, и прыгала по жезлам, да, то сейчас эти жезлы как-то ее немножко так бортанули. Она оказалась вот просто в тупиковой ситуации. Хочется денег, хочется красивой жизни, да. Хочется иметь рядом спонсора, папика, как угодно можно называть, который бы это все обеспечивал, да. А его нету. И чем дальше, она все больше начинает вспоминать вас, как было с вами. Конечно же, она этого не скажет вам.
Это, наверное, скорее знает ее подушка, в которой она периодически плачет ночами. У кого-то может проиграться, что она, ну вот с горя, не с горя, ну в такой тоске, в депрессии, может быть, даже с рюмочкой начинает обниматься. Начинает все чаще заглядывать в рюмку, но опять же эта ситуация не поменяет. Вот как раз, чтобы просто забыться, чтобы отвлечься, это может быть ее отдушина. Но если она будет перегибать и все чаще заглядывать в эту рюмочку чая, ну просто она упадет ниже плинтуса и может дойти до того, что где-то будет в одно прекрасное время валяться под забором. Поэтому ностальгирует, сожалеет. О чем сожалеет? О том, что она, ну не буду говорить плохое слово в эфире, да, я же культурная все-таки иногда. Жалеет, что она вас потеряла. Вот такого мужчину потеряла. Так и хочется крепкое словцо сюда добавить, но не буду. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Только сейчас она понимает, что вы ей давали, либо же пытались дать, ну, чуть ли не все, что она просила, да. Кто-то из вас из кожи вон лез, чтобы угодить, чтобы просто сделать ее счастливой, чтобы сделать ей приятно, да, потому что вы любили. И все очень просто. Это просто объясняется, вы просто ее любили. И она только сейчас поняла, что, наверное, ее никто не будет больше так любить, как это делали вы. Она вспоминает какие-то красивые, важные моменты, да, вот теперь она их оценила, теперь они для нее стали важны, как вы что-то такое делали. Но это может быть, знаете, какой-то то ли экстремальный поступок, это может быть, ну так, я не знаю, не то, что там по карнизам выходили, хотя может, кстати, напишите, ребят, может быть, вы что-то совершали такое экстремальное, да, когда ее там добивались вначале. То есть она сейчас начала вспоминать свое состояние, как ей было классно и хорошо рядом с вами. Она вспоминает даже как ей завидовали ее подружки там, либо же коллеги, и говорили, вот какой тебе классный мужчина достался. Вы давали ей, в принципе, все. Здесь можно было, ну, просто жить, да, и радоваться жизни, вернее. И только теперь, вот спустя какое-то время, она поняла, что ну, действительно настоящего мужчину она потеряла. Перспектив новых нет. Я не вижу у нее в ближайшем будущем достойных мужчин. Если какой-то жезл перепадет, ну вы сами понимаете, это ну чисто так поматросить и бросить. Это такое, знаете, использовать, косточку бросить. Она это начинает только сейчас понимать. Сказать, что у нее по финансам все так классно, нет. Вот ей хочется большего, потому что вы ее как будто подсадили на красивую, комфортную жизнь. Вы ее подсадили, ребят. Вы настолько ее залюбили, что просто ее испортили своей любовью, да, избаловали, может быть, своей любовью. Я сейчас это не в укор вам говорю, а просто констатация факта. А к хорошему-то быстро привыкаешь. Она привыкла себя чувствовать, допустим, обеспеченной женщиной, с красивыми там шмотками, да, с красивыми какими-то, я не знаю, там бижутерия, может быть, кто-то золото, бриллианты из вас дарил, шубы, машины, у кого смотря какие доходы. Она к этому привыкла. А кто теперь ей будет это все обеспечивать? И даже, кстати, у кого-то из вас может проиграться, что были периоды, когда она пыталась к вам подкатить. Это могут быть разные предлоги, это может быть разная манипуляция, чтобы вот хотя бы как-то прощупать, как вы к ней относитесь. Это может быть через детей. Это может быть какая-то выдуманная такая сказочка, что там то она заболела, то еще что-то ей нужно, какая-то помощь. Ну, то есть сказок может быть миллион. Она всего лишь прощупывает, как вы к ней относитесь. Насколько можно вот рассчитывать, да, чтобы, допустим, вернуться к вам. Насколько можно рассчитывать на вашу финансовую поддержку. Это тоже для нее немаловажно. И знаете, что меня вот смущает? Я почему-то вот в начале расклада
думала, что, может быть, действительно она понимает, что любит вас. Нет. Ей нужен мужчина, который будет ее хорошенечко обеспечивать финансами. А поскольку других мужчин, кроме вас, у нее не было таких, которые бы дали ей все, которые готовы были на все, у нее нет. Поэтому она и пытается, вот как рак пятится назад, она и пытается, ну, либо же пыталась у кого-то, вот как-то с вами налаживать отношения. Она могла под разными предлогами там и на праздники, на дни рождения. Я не удивлюсь, даже если кому-то из вас она говорила, что, может быть, останься на ночь, да, вот, допустим, вы праздник вместе там отмечали, и она говорит, не уходи, оставайся. Напишите, ребят, если у кого была такая ситуация, либо же еще что-то придумает. Но вряд ли кто-то из вас поведется. А ей-то хочется любви. У нее такая любовь через интим. Интересно, у нее вот интим перекрывает любовь. Она женщина-то страстная такая сама по себе вообще. Поэтому у нее даже как-то вот интим стоит на первом месте. То есть она интимом может заниматься вообще без любви. Почему вот она и начала направо-налево ходить, да, в свое время? Потому что, опять же, выгода, любительница интима, любительница какого-то разнообразия, да. А когда это такой необязующий интим, для нее это прикольно было, для нее это весело, да еще, может быть, какой-то богатенький буратино появится, да. Поэтому нет, многие из вас вот будут в таких вот энергиях, как пятерка мечей, вот, да, вот посмотрите на нее, и вы поймете, как вы будете с ней общаться. Ну, большинство, да, потому что это общий расклад. Просто отправите восвояси. Кто-то из вас даже может подумать, что да не, дорогая, с помоечкой я водиться не буду никак. Через тебя, может быть, там в свое время полгорода прошло, а я теперь не-не-не, чтобы меня потом Бобик кашлять начал и чихать, и сопельки потекли. Не-не-не. Поэтому вот такие пироги, мои хорошие. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Мужчины нет, с деньгами проблемы. С интимом тоже так себе, да, может быть, какой-то жезлик проскочит, но это все не то, это все не то. Ну и вы ее отправите восвояси. Ну и кто у меня самый стойкий был, конечно же, сейчас мы с вами посмотрим совет карт. Да, не стройте иллюзий. Нет, с этой женщиной вот абсолютно назад дороги нет. Не стройте иллюзии. Да, остались какие-то воспоминания, осталась ностальгия за какими-то моментами. Но не вздумайте даже к ней назад рыпаться, потому что все вернется на круги своя. Как прыгала по жезлам, так и будет прыгать. Просто будет еще больнее, если вы дважды войдете в одну и ту же реку. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!